Всем привет, друзья! Алиса не советует спешить, впереди камера на 70. Значит, надо записать приветствие. Хочу попробовать начать вести такой дневничок свой. Может, кому-то тоже интересно будет посмотреть. И мне потом будет интересно вспомнить, что происходило. Потому что столько всего происходит, что даже не запоминаю. А так, может, буду. Такие у нас красоты. На часах 6:38. Едем за клиентом в район Среднеуральска. Поедем в аэропорт. Солнышко светит, тепло. Но к вечеру обещают уже проливные дожди с грозой. Такие дела. Здесь у нас такая постройка интересная. Не знаю, что хотел построить владелец этого здания. Сверху купол. В итоге оно, насколько мне известно, на продаже уже долгое время. Все никак не может продаться, потому что там какие-то проблемы то ли с фундаментом, то ли с чем-то еще. А справа озеро Балтым, пляж Огонь. И тут вот яма такая постоянно проваливается. Ее подлатывают. Одно время она вообще была ужасная, сейчас более-менее. Даже дальнобойщики еще спят. Не спим только мы и уже они. Вот такие у нас дороги встречаются на пути. И вот эта вот штука меня всегда прикалывала. Ограничитель, чтобы грузовая машина не смогла проехать. Но он настолько ограничитель, что тут даже мне очковенько немного проезжать так-то получается. Вот такая история. Едем. Уже подъезжаем к клиенту. Сейчас поедем в аэропорт Кольцово. Отвезем. А дальше у нас запланирована вообще поездочка в Челябинск. Ну, обо всем по порядку. А еще из-за таких дорог нужно не забывать делать поправочку на время, потому что навигатор-то писал, что все хорошо, я успеваю. А сейчас я понимаю, что уже на несколько минут не успеваю, потому что дорога такая, что по ней быстро не поедешь, машинку-то жалко. Так что трясемся потихоньку. Вот я и в аэропорту. Это аэропорт Кольцово. Терминал там внутренний, это международный. Время 7:54. Вышел на линию по Яндексу. Естественно, я не в очереди, потому что приехал сюда со своим клиентом, а не по заказу от Яндекса. А чтобы встать в электронную очередь, нужно приехать по заказу от Яндекса или проводнику. Спроса высокого в это время тоже не видать. Сюда наоборот всех привозят. Поэтому, судя по всему, заказа не будет. И поеду в город пустым, потому что уже в 9 часов нужно забирать людей и ехать в Челябинск. Через час. С гостиницы на Народной Воле. Вот такие дела. Также здесь система въезда вот по таким вот карточкам. И всегда нужно следить за временем. То есть сейчас 7:56. А заехали мы в 7:47. То есть я обычно минут через 10 уже отсюда выезжаю. Находиться здесь можно бесплатно 15 минут. Если это время превысить, то штраф целых 700 рублей. Раньше было 500, и где-то полгода назад вот подняли, сделали 800. Приятного однозначно мало. Так порадовать аэропорт Кольцово. Поэтому за временем нужно всегда строго следить. Вообще с международных рейсов вот забирают людей. Но машины не наши, не бизнесовые. Значит, прилетело что-то не то, что нам нужно. Не с курортов люди прилетели. И запищало, ругается. Сейчас обязательно пристегнусь. Всегда пристегиваемся. А погодка пока продолжает радовать. Посмотрим, что будет к вечеру. Вот у нас везде флагштоки Инопрома. Сейчас проходим
будет выставка международная. А справа по пути следования у нас как раз таки комплекс Экспо Екатеринбург, который строился с заявкой на Экспо. В итоге Экспо не провели здесь, но каждый год проводят выставку Иннопром. Тоже для нашего города такое значимое мероприятие. В этом году, по-моему, главный партнер Объединенные Арабские Эмираты, Китай всегда, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. Раньше до санкций, помню, Германия, Франция, много чего интересного было. Иннопром, добро пожаловать, welcome. А мы едем на улицу Мопра. Кстати говоря, интересный факт, родом из этого района Нилетто, куда мы едем. Район этот называется Лечебный, и там рядом еще психушка. Просто рядом, это ни к чему не намек. Сейчас будет самый дурацкий перекресток из всех, которые в недавнем времени были реконструированы. Я вам его обязательно покажу. Из-за этого перекрестка даже навигатор ведет вот так вот в объезд, через какие-то вообще вот такие вот места. Но мы поедем через перекресток специально, чтобы вам его показать. Это чудо инженерной мысли. Ну, я предполагаю, это сделано из-за того, что справа, сейчас не видно, но я покажу в скором времени, застраивается район Новокольцовский. Я думаю, что там планируют, вот она, эта застроечка. Ну, тут так несколько домов только видно. Там огромное поле, вот оно вплоть до Экспо. И я так понимаю, его все планируют застраивать. И вот он пошел перекресток. Мы сначала должны, получается, раньше можно было просто вот сюда вот налево уехать на Сибирский тракт и все. Теперь мы вот так вот поворачиваем направо через все ряды, нарушив правила, потому что они ждали нас. А так в целом мы же поворачиваем направо, хотя у нас два ряда направо, но поворот направо в крайний правый идет. Теперь мы должны, да, сделать вот так вот, пойти на разворот. Здесь у нас тоже два ряда налево. И в итоге вот мы выедем на Сибирский тракт. Сейчас они поворачивают налево. Из-за этого нам будет тяжело проехать. То есть, ну, перекресток просто это лучшее, что можно было придумать. Так, там еще вот машинкам уже красный загорелся. Тут теперь тоже красный. Они более-менее налево проехали. И вот сейчас мы поедем прямо. Вот такая история. Едем. Главное по времени успеть, потому что точку Б я не вижу. Я это дело не сохранил, потому что по Яндексу я вообще, бывает, очень мало работаю. И баллы я не накапливаю. Ну, это когда было? В мае прошлого года уже, по-моему. Нужно было золото или платину держать, чтобы точку Б видеть. А теперь у вас навернутся слезы. 592 рубля приехали в Экспо, мимо которого, собственно, проезжали. Подача была платная, 90 рублей, по-моему, километров 10. Ну, тоже смех, конечно. И ехали мы 12 минут в районе 7 километров. 592 рубля. Как вам такой ценник? Москвичи, Питер. Бизнес, старик, бизнес. Камри, правда. Поэтому и бизнес как К+. В лучшем случае. Вот такая у нас история в Экспо. Иннопром. В этом году вообще какой-то особенный кипиш. Манишки, конечно, были и в том году, которые машут. Сейчас ко мне сразу подбежал, говорит: отъезжайте отсюда, тут нельзя стоять. Когда заезжали, багажник посмотрели и салон. В прошлом году такого не было. В принципе, раньше никогда. Меры безопасности. Однако, такая вот хрень везде. На Камри можно спокойно, если еще несколько человек в салоне, шаркнуть
когда по такой штуке проезжаешь. Гаишники стоят, следят за безопасностью какую-то. BMW отжаренную там остановили. Ну а теперь у нас все четко по времени. Выехали на Россельбан. Это неофициальное название Кольцовского тракта. Потому что в свое время при товарище Росселе, по крайней мере, эта дорога была построена, которая связывает город Екатеринбург и аэропорт Кольцово. Дорога замечательная, по сей день за ней следят постоянно. Ну не каждый, конечно, год, но раз, два, 3 года перестилают верхний слой покрытия, который изнашивается. Камеры. Поток всегда плотный. Поэтому, когда с клиентом едешь и приходится ехать а-ля по правилам плюс 20, в этом ряду, например, ехать так не получается. В этом ряду едут все быстрее, нужно ускоряться. Поэтому сколько бы полос в России не было, ехать спокойно на круизе никогда не получится. Справа у нас Ромада. Гостиницу проехали из спа-комплекса, это карьер Ромада. Слева экопроект Светлый. Вдоль вот такой вот дороги, которая находится. Из эко тут разве что то, что он в лесу, но вот такие вот муравейники. И это назвали экопроект, представляете? А пока буду смотреть на дорогу и вам рассказывать. Ехал с клиентом со своим, отвозил его в аэропорт. Очень интересный такой молодой человек. Пообщались, начали разговор за инвестиции. Он мне рассказывал вообще, что к чему. Я ему рассказал свой смешной и неудачный опыт, когда я решил, что нужно деньги откладывать. И неплохо бы было откладывать их, покупая какие-нибудь акции. Интересно же. И вот я купил на 15 тысяч акций Газпрома месяца 2 назад. 2-3. Ну, наверное, где-то 2. Как раз перед тем, как Газпром очень сильно обвалился. То есть у него был постепенный рост, несмотря ни на что. Я смотрел как бы график, интересно, прикольно. Думаю, ну Газпром это же национальное достояние, это то, на чем страна держится. И как раз через несколько недель после того, как я его купил, произошел обвал на 25%, по-моему, они провалились на данный момент от того состояния, которое было раньше. Вот, а он мне рассказал литературу интересную, скинул ссылки, что посмотреть, что почитать. Будем развиваться. Постараюсь развиваться, по крайней мере. Нужно время использовать с пользой. Потому что мы время как используем? Смотрим какие-то ролики на ютубе, там дурацкие, непонятные, смешные, веселые. А нужно как-то стараться развиваться. Расскажу потом, что получилось из этого всего. Но пока интерес и запал определенный появился. Спасибо ему за такую беседу. Интересную, содержательную. Ехали сколько минут? 45-50. И было очень интересно, за что я свою работу и люблю. Люблю реально свою работу. Понимаю, что в таком графике жить тяжело. Непонятно, как в дальнейшем жить, когда там семья, дети и так далее с такой работой. Но люблю ее. Нравится с людьми с умными общаться, нравится самому как-то развиваться. Нравится то, что никогда ничего не повторяется. То есть каждый день разная ситуация, разные поездки, разные люди. Что-то ездишь, смотришь. Недаром говорят, что это как стиль жизни. И если человек сюда попадает, то ему очень тяжело отсюда вырваться. Вот так. А мы уже с вами тем временем ехали в город. Наш прекрасный город Екатеринбург. Нам ехать еще 16 минут. До Народной воли 24. Мы будем там за 15 минут, в 9 часов мне нужно там быть. И оттуда мы будем выезжать в Челябинск. Напрямую работаю с заводом ЧНЗ. Ребята, это уже уровень. Мне на расчетный счет оплачивал завод ЧНЗ. Я был, конечно, удивлен. То есть на расчетный счет мне довольно часто платят, но чтоб завод, такого еще не было. Ну, кстати, небо уже вот облачка какие-то появляются. Нам в Челябинск съездить еще по сухому, а потом уже как бы можно. И дождик. Раз уж деваться некуда, и такой прогноз погоды. Вообще прогноз погоды на ближайшие дни: дожди, грозы, вообще. Справа у нас автосалон Штерн, Мерседес, Бенц.
знаю, по параллельному импорту везенные или как-то. Вряд ли бэушные, я думаю, что новые. Но обслуживание в любом случае, они обслуживанием занимаются, потому что, насколько мне известно, какие права на, получается, марку Mercedes, вот это вот все, ну, грубо вот скажу таким языком обывателя, не вникая в тонкости, выкупил главный дилер, который в Москве находится, Автодом, по-моему, он называется. И, соответственно, выкупив эти права, они сейчас занимаются обслуживанием и так далее. То есть они не уходят, грубо говоря, с российского рынка. Хотя, например, корейские автосалоны, еще какие-то автосалоны, у нас японские марки, то есть Infiniti, там все остальное. Допустим, где было Infiniti, у нас уже Exit. То есть вывески поменяли, уже открыли другие автосалоны. Где был Hyundai, там теперь Cherry. Ну, то есть вот такая вот история. А Mercedes, BMW, Audi, тоже автосалоны у нас все еще существуют. И никуда, по-моему, уходить не собираются. Вопрос, за какие деньги. Там стоят новые машины. Но обслуживанием они в любом случае занимаются, и это уже большой плюс. Вот мы с вами въехали в первую екатеринбургскую пробочку. Летом, конечно, гораздо проще с трафиком, но пробки все равно имеются. То есть она такая, она едет, не стоит. Пропустим человека, раз он так хочет сюда. Вот такая тут застроечка. Справа от нас парк Маяковского, Клевер парк. Поблагодарил, красавчик, уважаем. А мы двигаемся в сторону центра. Центр уже не так и далеко, вон вдали виднеется Высоцкий и телебашня. Телебашня не та, которую снесли бетонная, а та, которая вещает на Луначарского. И сейчас напряжный момент. Слева гаишники, слева вообще ГАИ. По Степана Разина едем. У него вот такой вот автомобиль, и гаишники там в ряд вклиниваются. Потому что там налево люди поворачивают, они, естественно, всех объехали, вклиниваются. Даже номера еще советские. И учился ездить он в GTA. Тем временем мы подъезжаем к улице Декабристов по Степана Разина. Справа там односторонка, нам налево. Здесь у нас новую ледовую арену строят. А на ее месте совсем, как кажется, недавно, а по факту уже сколько, года 4 назад ее снесли, была недостроенная телебашня, бетонная, 220 метров, так сказать, такой значимый абандон, можно сказать, символ Екатеринбурга, один из неофициальных. Здесь у нас цирк, Артек, Саммит. Поворачиваем на Декабристов, и там мы уже практически на Народной воле подъезжаем, 4 минутки осталось. А это у нас Новотихвинский монастырь. Тоже очень такое место значимое в истории города. А мы с вами сейчас будем поворачивать на Народной воле и как раз подъедем к Green Park отелю, с которого мне нужно будет забирать клиентов. Перекопано тут все, коммуникации прокладывают, меняют, ремонтируют. Лето, сезон ремонтов, сезон перекопов и всего такого. У нас, кстати, бывший спортивный комплекс «Юность», совсем недавно его начали сносить рядом, потому что Датсюк-арена крытая, и ее будут расширять. Там детки тренируются. Павел Датсюк, такой знаменитый хоккеист из нашего города Екатеринбурга. И он вот развивает детский спорт. Респект и уважуха человеку, который по жизни сам всего добился и деткам сейчас таким образом помогает. А мы с вами вот как раз для нас местечко есть. И сюда занырнем в Green Park отеля. Время 57 минут. Клиент написал, что будет через 3 минутки. Пунктуальный человек, он вовремя выходит, а не заранее приезжает, как я. Но для себя я понял, что лучше заранее приехать, потому что на дороге бывает разное. Так что пока сидим, ждем. И сейчас будем выдвигаться в славный город
трудовой доблести Челябинск. Наш город спутник, не спутник, тоже большой город, миллионник, 200 километров до него расстояние. Дорога отличная, разделка, 4 полосы на всем протяжении. Ездим туда часто, потому что у нас аэропорт Кольцово более крупный. Люди очень часто прилетают к нам, вылетают от нас. И у нас это такое популярное направление. Екатеринбург, Челябинск, Челябинск, Екатеринбург в трансферах. Думаю, нас не догонят наши, они не слышат это высоко. Друзья, сижу сейчас вот в такой обстановке уже дома. Тепло, уютно. За окошком. А почему бы и не показать, что за окошком? За окошком вот такие вот раскаты грома. Я думаю, слышно. Ничего не видно, конечно. Слышно, как стучит дождик, раскаты грома. А дома хорошо, уютненько. Машинка стоит, отдыхает. Сходил, включил прожектор, чтобы как бы передать немножко атмосферку побольше. Видно стало не сильно больше, но капает. А к чему я вообще все это начал? Сейчас на этапе монтажа. Зачем я вообще тут появился, да? Сижу тут, что-то разговариваю, откуда-то вылез. Сейчас на этапе монтажа я понял то, что ролик уже получается больше, чем на 20 минут. Поэтому было принято решение поделить его на 2 части. То есть вот мы с вами по Екатеринбургу немного проехались, что-то посмотрели, что-то рассказал. Надеюсь, что было интересно. Как бы так, по-уральски, конечно, ну как умею. Вот. И в следующей части уже у нас будет дорога в Челябинск. Про Челябинск тоже что-то попытаюсь рассказать вообще со стороны екатеринбуржца, как бы коренного. Что узнаю про Челябинск. В Челябинске только служил, спойлер, прям в городе. Полгода был в учебке по срочной службе. Я уже сижу тут после баньки, уже с кайфом, монтирую ролик. Так что всем спасибо огромное, кто сегодня был со мной, прожил со мной вот этот вот кусочек дня, половинку ускоренный. Надеюсь, было интересно. В любом случае, нужно пробовать, нужно начинать что-то делать. 1000 лет на камеру не разговаривал, очень непривычно. Буду пытаться, буду развиваться. В дальнейшем буду улучшать качество, если мне понравится вообще это делать. Если я опять за это возьмусь, куплю нормальные камеры и так далее. Потому что сейчас это все снято и смонтировано на телефон. Так что понять и простить. Всем пока.